Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Рад вас приветствовать. Моя фамилия Брюховицкий Андрей Степанович. Я генеральный директор клинического госпиталя Нейроавита. И мы продолжаем наши небольшие рассказы о заболеваниях и нашей работе исследовательской, которую мы периодически представляем на ваш суд. Сегодня мы поговорим о болезни Альцгеймера. Мы достаточно амбициозно назвали сегодняшнюю такую микролекцию на переднем крае проблемы болезни Альцгеймера, разных типов слабоумия. Планально-кроветворный подход к остановке прогрессирования слабоумия при болезни Альцгеймера и других видах деменции у пожилых людей. Но сама по себе болезнь Альцгеймера достаточно известная вещь, и сегодня, наверное, только ленивый не знает, что такое болезнь Альцгеймера. Но на самом деле классическое определение звучит так, что это хроническое нейродегенеративное заболевание, возникающее обычно после 50 лет и характеризующее прогрессируемым снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности, которое обычно начинается медленно, постепенно, и в 60-70% случаев проявляется слабоумием и выпадением высших корковых функций. Наиболее распространенным ранним симптомом является трудности запоминания недавних событий, проблемы с речью, дезориентация в пространстве, перепады настроения, потеря мотивации, пренебрежение к себе, различные поведенческие проблемы. Но по мере ухудшения состояния человека он постоянно уходит в себя, уходит из семьи, из общества, и постепенно функция самообслуживания утрачивается, идет деградация, распад личности, и это приводит к смерти человека. И хотя скорость прогрессирования этих пациентов достаточно варьируется, но тем не менее время жизни при постановке диагноза зависит от формы болезни, разное, от 3 до 10 лет. Впервые это заболевание было описано в 1906 году немецким психиатром и неврологом Алоисом Альцгеймером. Он выступил с докладом о необычном случае, который он увидел женщины, Августа Детер. Вот здесь на слайде видна ее фотография этой дамы. Она страдала потерей памяти, дезориентацией в месте и времени, и даже у нее отмечались галлюцинации. Он настолько детально описал этот случай, что все последующие неврологи и психиатры того времени просто стали ссылаться при встрече подобных людей, болезнь Альцгеймера. И с легкой руки профессора Кречмера это стало, брендом, и все заболевания подобные стали называться болезнью Альцгеймера. Достаточно долго считалось, что это слабоумие молодых людей, в возрасте до 45, до 60 лет, и оно не характерно для поздневозрастных вещей. Применяли слово деменция альцгеймеровского типа, пытаясь как-то завуалировать эти вещи. В итоге в 1977 году произошла общая такая конференция, когда терминологически все как-то объединились участники, и все явления пресенильной деменции, сенильной деменции, они как-то, в общем-то, попытались идентифицировать, хотя не существовали каких-то этиологических различий, но в целом диагноз ставить независимо, болезнь Альцгеймера ставить независимо от возраста. И даже если он ставился у лиц старше 65 лет, все еще использовали, конечно, различные термины. Но в итоге термин болезнь Альцгеймера прижился и был формально принят в медицинской практике как, скажем так, единый стандарт во всем мире. Заболеваемость при болезни Альцгеймера выявляется на уровне 10-15 новых случаев на 1000 человека лет для всех типов слабоумия, которые встречаются. Или 5-8 случаев именно для болезни Альцгеймера на 1000 человека лет. Что составляет приблизительно половину от общего числа ежегодных диагнозов. В России эти данные достаточно мутные, поэтому мы больше сошлемся на данные в США.
На 2000 год в США, как в целом, так и в группе от 65 до 74 лет, около 1,6% населения всей Америки имели установленный диагноз болезни Альцгеймера. А в группе 70-84 года этот показатель составлял уже 19%. А среди граждан, чей возраст составлял 84 года, распространенность болезни составляла вообще почти 42%. То есть это говорит о том, что в развитых странах эта проблема настолько стоит остро. Вообще, Институт здорового старения США еще в 2012 году считает, что вот к 50 году каждый 85-й человек во всем мире будет страдать болезнью Альцгеймера. Поэтому актуальность проблемы настолько высока, что к ней нужно, в общем-то, возвращаться. Мы очень много времени были убеждены, что болезнь обусловлена бета-амилоидом. То есть 30 лет назад французские ученые высказали гипотезу, что отложение бета-амилоида является главной причиной болезни Альцгеймера, и весь мир, поскольку данные были опубликованы в журнале Nature, пытался найти, разработать лечение. Лечение до сих пор не найдено. И понимание болезни до сих пор не наступило. В прошлом году журнал Science выступил с разгромной статьей, что французские ученые ввели в заблуждение всю мировую общественность, что, конечно, бета-амилоид играет значение, но не настолько, чтобы определять все эти вещи. Поэтому все исследования, которые шли в области амилоидной гипотезы развития болезни Альцгеймера, они сегодня как-то вот менее актуальны. Существует холинергическая гипотеза. Она была одной из первой, то есть, согласно которой болезнь вызывается сниженным синтезом нейромедиатора ацетилхолина. Но в настоящее время эта гипотеза считается маловероятной, поскольку медикаменты, призванные скорректировать дефицит ацетилхолина, просто не работают. Есть тау-гипотеза, то есть согласно тау-гипотезе каскад нарушений запускается отклонение в структуре тау-белка. Предположительно, нити вот этого гиперфолирированного тау-белка начинают объединяться между собой и образуют такие нейрофибриллярные клубки. Они реально существуют, их реально видят. Но, к сожалению, несмотря на то, что эти нити нейрофиламентов вызывают дезинтеграцию микротрубочек в клетках нервной ткани и коллапс транспортной системы внутри нейрона, и приводит к нарушениям биохимической передачи сигнала, все равно попытка решить эту проблему, то есть, представьте, что тау-концепция только частично объясняет формирование этих белков. Хотя в целом все вот эти вот именно бета-амилоидная концепция белковая, тау-концепция, они привели к тому, что эти болезни стали называться болезни накопления. Болезни накопления, потому что именно белки откладываются в нервной ткани, и они достаточно агрессивны, именно они разрушают всю эту ситуацию. В последнее время научное сообщество стало говорить об инфекционном происхождении болезни Альцгеймера. Ученые Луисвиллского института обнаружили в мозге людей, погибших от болезни Альцгеймера, возбудитель пародонтита, пародонтомас гингивалис. В эксперименте на мышах эта инфекция приводила к колонизации мозга бактериями и увеличению вырабатывания бета-амилоидных бляшек. Скажем так, наверное, каждая концепция имеет право на существование, но ни одна из этих концепций не позволяет объяснить, почему образуется болезнь и, соответственно, предложить лечение этого заболевания. Много лет изучая нейродегенеративные заболевания, мы пришли к достаточно ортодоксальному выводу, что отложение белков при нейродегенеративных заболеваниях, боковом амиотрофическом склерозе, системной нейродегенерации, болезни Альцгеймера, болезни Пика, либо понтоцеребральной дегенерации, это не причина, это следствие повреждения собственной кроветворной стволовой клетки. И это приводит к формированию клонального кроветворения в виде появления доминирующих патологических клонов кроветворных стволовых клеток. И эти клоны кроветворных стволовых клеток
дают потомство, которое, вернее, эти клоны начинают доминировать, они подавляют 100 тысяч собственных гемопоэтических стволовых клеток, и их потомки становятся агрессивны к определенному виду ткани. В одном случае это боковые столбы спинного мозга, и мы говорим, о, это боковой амиотрофический склероз. Видите, он еще и корковые мотонейроны повреждает коры. А вот посмотрите, здесь повреждается мозжечок. О, значит, имеет место корковая дегенерация, вернее, мозжечковая дегенерация, и мы, собственно, имеем это заболевание. А вот в данном случае страдает кора, лобная, париетальная кора, значит, это болезнь Альцгеймера. На самом деле, мне кажется, это вариации на тему, потому что все равно в основе лежит иммуноассоциированный процесс формирования аутоагрессивного клона иммунокомпетентных клеток, которые приходят и повреждают собственные нейроны, разбалансируют их, и это приводит к вот тем следовым эффектам, тау-белкам, бета-амилоидам, нейрофиламентам, которые в принципе и должны, которые определяют дальнейшую симптоматику. Поэтому, на наш взгляд, прежде чем пытаться убирать эти белки, нужно вспомнить, а кто вообще убирает эти белки? А убирают их, собственно, сами иммунокомпетентные клетки. То есть, тогда все становится на свои места. То есть, с одной стороны, патологический клон дает иммунокомпетентные клетки, которые иммуноагрессивны к собственным нейронам, они их повреждают, они вызывают генетическую нестабильность, с одной стороны. А с другой стороны, поврежденные клетки должны также удаляться, соответственно, нейроглией, макрофагами и другими компонентами иммунной системы. То есть мы опять сталкиваемся с иммунокомпетентным заболеванием, иммуноассоциированным заболеванием. И проблема может быть разрешена именно из-за решения главной причины, которая приводит к вот этим мощнейшим патогенетическим сдвигам, которые постепенно нарастают и формируются. В итоге это понимание, оно позволило нам высказать достаточно жесткое представление. То есть, что же такое все-таки эти клоны? И вот здесь мы иллюстрируем вот обычную ситуацию. То есть, вот есть здоровая стволовая гемопоэтическая клетка, она делится на стволовую клетку, синенькую, и вот такой же предшественник, оранжевый. Даже если она измененная, она делится все равно на стволовую клетку и предшественник. И вот посмотрите, если она действительно сильно доминирует, изменена, то мы видим, как изменяется структура. Посмотрите по результату. То есть в итоге, вот здесь рамочкой мы выделили как раз эту работу, то есть в итоге деление клеток формируется стволовая клетка и ее предшественник. Стволовая клетка или предшественник. А если формируется доминирующий клон, то формируются 3 стволовых клетки и предшественник. И эти клетки постепенно расширяются и создают максимальное количество клеток начинает циркулировать в крови. То есть все 36 миллиардов клеток практически замещаются клетками вот этого доминирующего клона. Сегодня это подтверждаются все исследования по проблеме старения. Журнал Nature за 22 год приходит к мысли, что старение обусловлено моно- и оликлональным кроветворением и формированием и расширением вот этих патологических клонов гемопоэтических стволовых клеток, и потомки которых занимают от 10 до 90% объема циркулирующей крови. То есть в процессе времени это естественный процесс формирования клонального кроветворения. Но в ряде случаев наличие определенных мутаций, накопление этих мутаций приводит к тому, что клональный гемопоэз формируется раньше, и тогда мы имеем определенные виды нейродегенеративного заболевания. Потому что при рождении пул стволовых клеток, он однороден, он поликлонален, то есть там 100 тысяч клонов, которые участвуют в кроветворении. И идет конкуренция, и постоянно, как говорят китайцы, чтобы на поле все было хорошо, должно расти много цветов. И когда их много, то тогда, в общем-то, мы видим разнообразие жизни. Когда же формируется 1 или 2 клона, поле засевается одуванчиками, то все остальные подавляются, остальных нет. Вот здесь клон – это вот поле, заросшее одуванчиками.
в итоге мы получаем достаточно парадоксальную вещь. Эти изменения, которые наступают, они в первую очередь приводят к тому, что, выигрывая соревнования между другими клонами, патологические клоны кроветворных стволовых клеток, они настолько приобретают новые мутации, и они становятся доминирующими. У них первое право размножения, они всегда приходят на все проблемы, они активные, инициативные. Ну, скажем так, они настолько подавляют все 100 тысяч других клонов, потому что у них сегодня формируется генетическое приспособление за счет вот этих полученных мутаций. И, соответственно, сегодня эти мутации все известны. То есть есть определенный набор генов, которые вот здесь мы их демонстрируем, там TET2, ASXL1, PPM1D, Gen2. Ну, вот они здесь перечислены, здесь видно. Вот их, собственно, соотношение. ДМТ3А, ну, наиболее часто встречается мутация в этом гене, которая характерна для клонального гемопоэза почти в 48,3% случаев. Ну, вот очень иллюстративно. Мы поставили задачей определить, а действительно ли мы можем это сделать. И сегодня технологии секвенирования, особенно нового поколения, которые позволяют оценить полный экзом 22 тысяч генов человека, позволяют выделить эти гены и увидеть мутации в них. Мы их выделили, эти гены, увидели в них мутации, и стало понятно, что мы сегодня можем диагностировать наличие клона. Еще раз, наличие мутаций в дальнейшем, наверное, нам будет говорить о каких-то очень важных вещах. Сегодня для нас впервые мутации определили портрет этого клона. То есть мы знаем, что мутации в генах клональности – это и есть подтверждение клонального гемопоэза. И мы говорим, вот видите, у данного человека есть мутации в этих генах клональности, вот они такие, вот такой протеомный профиль, мы видим, как он отличается от профиля здоровых пациентов. Если вот у нас, например, вот черным здесь помечен профиль здоровых пациентов, то вот в болезни Альцгеймера мы видим, насколько профиль больного гемопоэтической стволовой клеткой отличается от другого человека. Обратите внимание на результаты протеомного картирования. Вот здесь двое больных с болезнью Альцгеймера, где мы показываем, вот это доноры, здоровые люди, а вот это степень изменения молекулярных маркеров мембранных белков кроветворной клетки. То есть мы потенциально видим, что она крайне повреждена, что она другая, она измененная, она уже поменялась. То есть она не только получила мутации, потому что геном – это эскиз, транскриптом – это чертеж, а протеом – это уже изделие. И мы видим, что на уровне изделия, на уровне выхода стволовой клетки, мамы, родоначальники всех клеток иммунной системы, мы видим дефектную клетку. Естественный вопрос, который возникает у нас, а можно ли это исправить? А можно ли подойти к этой ситуации? Ведь абсолютно очевидно, прежде чем спасать повешенного, его вынимают из петли. Петля является вот как раз эта иммунно-ассоциированная ситуация, то есть когда собственный иммунитет убивает собственные клетки и в итоге разваливает организм. Мы продумали эту систему блокирования и эрадикации, самоуничтожения этого доминирующего клона гемопоэтических клеток инвиво при болезнях, при основных нейрогенеративных заболеваниях, и в том числе при болезни Альцгеймера. И вот показали, что вот в норме у человека был поликлональный гемопоэз, сформировался моно- или олигоклональный гемопоэз, который мы подтвердили наличием генетических изменений, протеомных изменений. Соответственно, мы выгоняем этот клон из костного мозга, собираем его, выгибаем и лейкоферезом полностью собираем в 2 мешка. Отправляем на заморозку. После этого мы исследуем его, еще раз подтверждаем наличие в периферической крови и в костном мозге этих изменений. Как правило, они одинаковые.
И дальше у нас задача блокировать его. Мы разработали технологию геномного балансирования, которая позволяет, используя природоподобный механизм ДНК здорового человека, обрабатывать эти клетки в специальных базовых условиях, и большая часть клеток переходит из состояния стволовости, то есть состояния бессмертности, к состоянию обычной жизни дифференцированных клеток. Это 100-120 дней. Таким образом, через 100-120 дней обработанные клетки, которые мы снова переливаем пациенту, они будут выполнять свои функции, и происходит эрадикация, то есть исчезновение этого клона. Но поскольку природа не терпит пустоты, тогда те клоны, которые были ингибированы, они выйдут и восполнят этот дефект. Мы это рассказывали уже на БАСе, мы рассказывали это на системной корковой атрофии, мы демонстрировали это на паркинсонизме. Впервые мы попытались смоделировать эту ситуацию на болезни Альцгеймера, потому что, на первый взгляд, слабоумие, потеря интеллектуально-гностической деятельности, потеря когнитивных функций, и тут вдруг клетки крови. Но я еще раз говорю, гемопоэтическая стволовая клетка – это главная системообразующая клетка нашего организма. Это мама 36 миллиардов всех клеток крови. Мама всех клеток иммунной системы, которые в принципе и приводят к тому, что формируется болезнь, и они же должны были осуществлять надзор и контроль за этими клетками. Поэтому был создан специализированный, персонализированный биомедицинский продукт, который мы, собственно, и использовали. Взяли клетки пациента, реставрировали их, провели ПЦР-диагностику, посмотрели решение этого дела и, соответственно, подготовили этот продукт для применения. Естественно, стал вопрос, раз так неоднозначно, и раз так все так вот, мы говорим, давайте мы проверим на животных. Хорошо, давайте проверим, потому что, сама по себе модель, то есть, где море, где дача. То есть, с одной стороны, есть поврежденный мозг, есть нарушение высших психических функций, а тут говорят, что вся причина в том, что у него что-то там с геномикой и протеомикой его кроветворных клеток. И мы взяли генотипированные линии животных, то есть, чтобы не было вопросов. Это наследственная, созданная модель животных линии 5XFDA, которая существует, международно признанная, там этим животным вставляется трансгенная кассета, мы определяли методом ПЦР, то есть, соответственно, полностью эти мыши находились в специализированных вивариях, то есть, для того, чтобы работать с этими мышами и ДНК, мы из мышей дикого типа, из их печени выделяли, соответственно, ДНК, которую мы обрабатывали этих животных. Собственно, так выглядит. Здесь, собственно, модель, которая представляет, как выглядели эти мыши. Линия это с условным названием 5XFID, хотя полное наименование это такое сложное, вот здесь оно TGIP, в общем, очень долго звучит. Они содержат тройную и двойную мутацию в гене, кодирующем АПП-белок, и двойную мутацию в гене пресинилина. Но смысл не в этом. То есть, сама модель не вызывает вопросов ни у кого. То есть, это классическая модель, на которой отрабатываются и разрабатываются препараты для лечения болезни Альцгеймера. Подготовили нам ее в Институте физиологически активных веществ Черноголовки, они моделировали все эти вещи. Значит, чтобы не было вопросов по оценке функций, мы взяли тоже стандартные пробы. Это тест на водный лабиринт Морриса для этих трансгенных животных этой линии. И там когнитивные особенности оценивались в возможности. Это бассейн такой, в котором имеется, то есть в котором он распределен, и существует такие платформа,
И крыса должна в течение 4 дней, там, в результате своих попыток найти место, где она находится. Достаточно сложный тест, его нейрофизиологи выполняют. Там, значит, по сторонам бассейна расставлены 4 визуальные ориентира, таблички с изображением черных квадратов, черный круг, вертикальные, горизонтальные полосы, выделены определенные условные линии для проведения этих ориентиров. Бассейн разделен на 4 разных великих сектора, и эти секторы установлены погруженная платформа. В итоге 4 дня их обучают находить платформу, и мышь опускается в воду на границе этих квадратов. То есть не буду грузить вас этой ситуацией, потому что для меня это тоже очень сложно. Нейрофизиологи мне очень долго объясняли, как нужно запомнить все это дело. Но смысл в том, что результаты водного теста «Лабиринт» показали, что поскольку это мыши с запрограммированным нарушением мыслительной когнитивных функций, то у нелеченных животных функция очень сильно страдает. А если мы будем лечить их определенным препаратом, то тогда можно оценить, функция восстановится или нет. Могу вам сказать, что результаты теста «Водный лабиринт» модельных мышей с болезнью Альцгеймера показали очень позитивные результаты применения нашего препарата на 4-й день. Во всех группах, которые, в общем, мы применяли клеточный препарат, наши животные находили эти скрытые платформы, и у них значение времени было достаточно низким, и достоверно быстрее контрольных животных находили именно те группы животных, у которых был именно костный мозг, обработанный нашим специализированным мышиным паногеном. Также был сделан тест U-образный лабиринт, он тоже применялся для процентки пространственной рабочей памяти. Могу сказать, что он тоже оказался очень позитивным. Мы показали, что в результате этого теста четко память и когнитивные и познавательные функции у мышей, пролеченных нашим препаратом, резко улучшились. Также был выполнен тест на кратковременную пространственную память трансгенных мышей с болезнью Альцгеймера, представлен отчет. И таким образом было показано, что даже однократное введение необработанного клеточного материала в концентрации от 14 или 140 на 10 третий клеток на миллион положительно влияет на показатели памяти трансгенных мышей этой линии с болезнью Альцгеймера, достигших возраста симптоматического проявления этого церебрального амилоидоза. Таким образом, выводы, которые нам представили наши экспериментаторы, они говорят, что результаты, полученные в этих тестах, полностью свидетельствуют о положительном влиянии однократного введения аутологичного клеточного препарата на когнитивные функции модельных животных, у которых к возрасту проведения теста из данных литературы и собственных данных экспериментаторов наблюдаются признаки ухудшения памяти. Они однозначно говорят, что ни один из сегодня современных препаратов, которые у них проверялись на этих животных, не дал такого результата, как собственный костный мозг этих животных, обработанный двуцепочечным ДНК в специальных базовых условиях. То есть мы впервые смогли доказать, что независимо от того, что у больного есть генетически обусловленная болезнь Альцгеймера, мы способны остановить ее прогрессирование применением собственных клеток костного мозга, реставрированных путем нашей технологии. Конечно, на боковом миотрофическом склерозе это было более эффективно. Вот видите, там животные живут 120 дней, они сразу умерли, а наши живут, продолжают, классно, здорово. Здесь, конечно, такого мы не увидели, но те тесты и те исследования нейрофизиологические, которые выполнили ученые из Черноголовки, полностью свидетельствуют о том, что данный препарат эффективен, и доклинические исследования прошли очень успешно. Таким образом, когда мы понимаем, что все практически разрешено, есть лицензия на сбор стволовых клеток, есть лицензия на криоконсервацию и замораживание, есть лицензия на реинфузию этих клеток, есть лицензия на препарат, который способен эти клетки сделать. Это не трансплантация костного мозга, мы опять не нарушаем законы трансплантации костного мозга, потому что наши клетки не приживаются.
Мы, наоборот, создаем условия, в которых наши клетки постепенно умирают и они замещаются. Мы занимаемся восстановлением костного мозга, реституция костного мозга. Мы придумали это название, очень красивое, которое существует в юридическом праве и в медицине. И, соответственно, родилась общая схема всей этой персонализированной терапии, которую мы стали применять. Цель ее точно такая же, как при трансплантации костного мозга. Нам нужно поменять системный иммунный ответ организма на то, чтобы они перестали быть иммуноагрессивны к собственным клеткам и начали выполнять функции, которые должна выполнять иммунная система по охране собственных клеток и удалению этого биоматериала. Ответ должен был быть следующий. То есть вот был один клон мутации генов, вот он второй клон мутации генов, и они должны быть кардинально разные. То есть мы должны изменить клональность этих генов в результате нашего лечения. Вот мы вам демонстрируем одного из пациентов, которого мы четко доказали, что у него были одни гены, кардинально другие гены у него получились. То есть мы достигли этого результата. При этом пациент имеет достаточно хорошие клинические результаты. Нам удалось остановить болезнь, она не прогрессирует, и мы это тестируем по определенным нейропсихологическим тестам. Таким образом, мы говорим, что мы получили результат, которого сегодня нет ни у кого в мире. Мы частично изобразили, вернее, отразили эти вещи вот в такой книжке, называется она «Гемопоэтическая стволовая клетка в патогенезе болезни цивилизации, ее диагностические возможности и биотерапевтический потенциал». Если интересно, закажите, она есть на Озоне, она есть на других площадках электронных, вы можете почитать. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за внимание.